Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас фильм о прекрасной девушке Зарине Алтынбаевой. Это не просто красавица с обложек глянцевых журналов. Это звезда мировой оперы. Уже в 2013 году она стала солисткой театра Абая в Алматы и в дальнейшем выступала на сцене оперных театров в Италии, Японии, Казахстане, Грузии, России и многих других странах. Многие наши зрители знают ее благодаря совместному выступлению с Димашем на открытии Универсиады в 2017 году. И, кстати, об этом мы тоже вам расскажем в нашем фильме. В общем, друзья, приятного просмотра! Давайте поговорим про ваше детство, Мгм. про первый гран-при. Вы помните, как это было вообще? Золотой дударик, да? Где вы это все нашли? Ой, да, я тогда жила на Украине и участвовала в конкурсе. Ну, как-то все это было очень неожиданно. Прошла первый тур, второй, и как-то сразу гран-при в финале. После этого, кстати, меня отправили на Славянский базарчик. Детский конкурс проходил в Одессе в рамках Славянского базара. И там я взяла премию «Открытие года». Ну, как-то вот, видно, рождена была для сцены. Давай твое соло, Илья. Только не спеши. Я к тебе вступаю здесь, да? Sağındım akındım, sağındım ak bölümdüm, almadım siladım sen, araylı şattığımdım. Как сүйіндім Алматыды, да, что такое? Вы помните эту песню? Сағындым Алматымды. Покажи, что там надо делать, я не знаю. Еще раз можно? Просто как Можно секвенции, да? Да, да, можно секвенции. Город мой Алмата. А нельзя разрешиться просто Можно. фоник? Город мой Алмата. Да, вот так. Хорошо. То есть не будем от прерванный оборот делать. Ну, Не надо, не надо. Давай просто в тонику. Да? не будет. Я немножко специально тут даю, потому что хочется, чтобы этот вальс, он так немножко Да, пусть он такой разлетался. Такой вальс, да, да. У нас фуникулёры на фоне. Да, летят, да, вот да. это вот всё. Такая добрая Алмата. Да. Который мы должны сохранить вообще всеми Да. силами. Дни горы в снегах, мудрый ты как сокол, юности нашей причал, город мой Алмата. Какая она, Зарина Алтынбаева? Зарина Алтынбаева, во-первых, это прекрасная девушка. Она замечательный человек, глубоко порядочный, очень деликатный, очень тактичный, очень интеллигентный. Она профессионал, она большой профессионал, требовательный, прежде всего к себе, вот, ну и, конечно, к другим. При этом она очень демократична, то есть с ней очень удобно работать, потому что она открыта для любых творческих идей, приходящих извне, исходящих из уст там, моих, еще кого-то из наших коллег. Она открыта, опять же, для поиска каких-то разных
стилистик, эстетик, то есть она не привязывается к чему-то одному, она и в опере, она и барочную музыку прекрасно исполняет, она и не забывает о каком-то своем, может быть, эстрадном бэкграунде, который у нее есть, она может петь актерски, она может раскрывать образы, она человек и театральный, и сценический, я имею в виду эстрадно-сценический не в смысле эстрадного жанра, а в смысле концертный, да, она и очень телегенична, она прекрасна в кадре, поэтому она мультипрофессионал и прекрасный человек, и я очень дорожу нашим сотрудничеством, нашей совместной работой, я считаю это большой удачей. Прежде всего для себя, я не знаю, удача ли это для нее, вот, но для меня это большая удача. Знаете, говоря о вкладе Зарины вообще в искусство, я даже не буду растекаться там мыслями по древу, я приведу один аргумент. Она, можно сказать, затащила значительную часть публики в оперный театр. И люди почувствовали, что, оказывается, оперный жанр – это не скучно, это актуально, потому что у нас же много любят дискутировать в обществе, актуален ли вообще жанр оперы классической. Еще как актуален, если его правильно подать. Это даже не вопрос там современных постановок каких-то безумных, а просто вопрос того, либо ты артисту веришь, либо ты артисту не веришь. Зарине веришь. Алма переводится с казахского как яблоко, ата – отец, отец яблок. И мне кажется, сам этот фрукт, да, яблоко, он достаточно такой, ну, несет в себе большое значение. Вот, мне кажется, что я думаю, что я нахожусь в центре мира. Алма-Ата. Ну, вот как, конечно, многие говорят, что Нью-Йорк, да, как бы Big Apple, но все-таки сердце мое принадлежит этому городу, Алмате. А вы долгое время провели в Лондоне, да? Достаточно долгое время, да, я там училась. Вот вы знаете, я уехала, я закончила, получила, получается, диплом магистра музыки ровно 10 лет назад. Я за это время ни разу туда не возвращалась. И я не могу сказать, знаете, что вот у меня прям есть такое желание и вот рвение туда снова вернуться, поехать как-то. Я вернулась домой, и я себя очень здесь комфортно и очень хорошо себя здесь чувствую. А изменился город вот с ваших воспоминаний в детстве? Да, город изменился. И скучаю я скучаю по старой Алмате. Это здесь была фотография нашего театра. Сейчас дальше будет. Вот это? Кстати, да, вот. Класс. Вот эти вот плафоны, видите, наши. Да. Они все сохранили. Такой сталинский ампир. Еще там дальше будет фотография театра. Смотрите, какая мода была. Что-то в этом возвращается, было, да? Что-то в этом было. Возвращается, да? Да. Брюки какие у джентльмена. Только сейчас, кажется, женщины носят. Да. Жаль, что где-то, конечно, эта Алмата утеряна. Новые здания. Раньше мне рассказывала Бибигуль Ахметовна, она работала здесь в театре, где-то здесь недалеко жила. И вот она говорит, иду я. Она могла вот так идти просто, и у нас очень много было деревьев фруктовых. Прямо так срываешь, ешь и идешь дальше. Да. А, кстати, вот Академия наук. Но раньше вот этого, конечно, вот этого сейчас уже нет. Я недавно узнала, оказывается, они сделали дизайн вот этот архитекторский
по этому Cathedral Ходжа Ахмед Ясауи. Есть же? Вот прям, видите, повторяется. Да. То есть они по нему сняли и сделали. Там, кстати, тоже очень много интересных закутков. И у меня вообще есть такая идея сделать там концерт какой-нибудь в стиле барокко. У них там в зале заходишь, такой холл большой, так звук прям летит, как в церкви. Есть, да? Оно есть. Есть что-то вот в пространстве. Божественное такое, да. Сейчас, кажется, получилось. Да, Илья, здорово. как? Очень даже Илья, здорово. Ижа? Будем жить. Будем жить. Теперь мы все знаем. Хорошая музыка прям. Целебная. Мы Ержана отпускаем. Браво. Спасибо. Так, мы говорим. Заслуженный артист Французской Республики. Да, он в Париже учился. Мы с ним заканчивали театральный сезон прошлый. Да. Вот он солировал у нас как приглашенный солист. Концерт барокко мы делали. Слушай, а как ты вообще к нам попал? Это же из-за пандемии, да, ты? Вообще, да, просто так, да. Да. Я планировал, Нам повезло да, очень, да. что во время пандемии он здесь оказался. Мне очень понравилось. Нету худа без добра. Вот Нам видишь? возвращаются наши лучшие коллеги. И поднимают нам тут уровень. Да. У нее уникальный голос с уникальным тембром. И самое главное, тонкая душа, которая чувствует музыку и передает все чувства, тонкости, характер и краски исполняемого произведения. Она красивая, харизматичная. У нее не только прекрасный голос, но и высокие профессиональные актерские данные. Этому свидетельствуют ее главные роли в разных операх. Я уверен, что делает Зарина останется в истории Казахстана и вообще в истории мировой музыки. По-эстрадному. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Слушай, мы Дунаевского не теряем вот в этой такой, или пусть она будет такая? Так она и Или есть она такая, есть такая, да? Она такая есть, она преджазованная Какая-то очень. преджазованная, прям Голливудом как-то аж. Она очень, да? она очень про то. Если, расставаясь, ищешь встречи вновь, подожди, вновь сделаем фермату, и потом, значит, ты пришла, моя любовь. И второй куплет. Мне нравится, хорошо будет. Да, Да, я просто когда вспоминаю, мы же только сегодня решили ее петь. Извини, у тебя гармония. Не, у меня нет гармонии, я их даже не успел выписать, я приехал сразу и просто вспоминаю. Я когда-то ее играл. Мне нравится, мне кажется, мы ее прям последний сделаем уже, когда вот все спадет. Когда уже устанем, и до расслабония. Да, Это даже не говорю, это Любовь Орлова на самом деле. Ну вот как Да, бы кстати, по Любовь Орлова актерскому мне образу это вот ровно про то. Любовь Орлова, И да. эпохально, и смыслово. Если, расставаясь, ты не ищешь встречи вновь, значит, ты ушла, моя любовь. Что-то Там я же так в такого конце? не помню. Или мы все-таки на мажоре заканчиваем? Да и пусть уже не уходит, пусть уже не уходит, остается. Пусть уже останется. Раз пришла, что уходить? Ну она что, а что она поет? Ты придешь домой одна? Я поэтому думала, она как бы уже, ну, немножко такое в конце, знаешь, разочарование. Она домой пришла одна, платок сняла, котлеты в микроволновке разогрела, а тут любовь пришла. Любовь уже пришла.
Как думаешь, давай Ну ладно, давай подумай, как говорится, по драматургии, куда мы уведем. Вокально, оно само собой, разумеется, у тебя хорошо все, и, ну, как бы, кто на что учился, как говорится. А вот актерскую задачу надо себе поставить и решить, потому что я тебя поймаю. Текст, конечно, наивный, но и хорошо, что он такой наивный. А я верю. Ну, я тоже верю, я тоже наивный. Ну вот, как-то так. Ну все, на сегодня хватит. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну ты, конечно, в этих шортах, Илья. Завтра брюки надень. Я постараюсь. Я Насте позвоню, скажу, надень мужу брюки. Плохо, когда коллеги с женами общаются. О чем вы в детстве мечтали, вы помните? Ой, в детстве я много мечтала. Я много мечтала, и я была немножко такая... Ну, во-первых, ребенок впечатлительный. Я помню, когда меня брали в школу, и нужно было проходить интервью у психолога. И мне говорят, загадай желание. И вот я не помню, 2 или 3 желания загадай. Что бы ты хотела? 3 желания. Или 2, неважно. И меня спрашивают, а что бы ты хотела загадать? И я говорю, я бы хотела поехать в Америку и купить куклу Барби. Ну, и все. Ну, и надо вернуться назад, я же сейчас там. То есть, понимаете, сразу как-то вот так вот все срабатывало, что я вот уже представляю, что я там, как-то вот, или там, я не знаю, любила гулять очень много, находиться на природе. И сейчас люблю, но сейчас все-таки много всего на мне, и так уже не можешь просто взять и просто полететь, как раньше, как в детстве. Вот. А о чем-то, чтобы вот прям мечтала в детстве о таком, надо вспомнить. Надо вспомнить. Кем хотели стать? Ой, я хотела стать артисткой цирка. Как Любовь Орлова, летать под куполом. Помните этот фильм? Я из пушки в небо уйду. Вот примерно так и хотела, так и представляла. Еще есть шанс? Нет, дочка была бы рада, конечно. Я знаю, что у вас есть шикарный цирк. Да, да. И причем, если не ошибаюсь, это самый большой цирк на постсоветском пространстве. Он какой-то особенный у нас. Здесь у нас все как-то особенно. Как-то все особенно. Даже энергия в городе какая-то особенная. То есть надо очень аккуратно ходить, надо даже очень аккуратно думать. Да. Тишину ловить тоже где-то. Как вы поняли, что вы должны заниматься музыкой?
В детстве у вас самый разный опыт был. Вы красотой занимались? Ну, красотой особо нет, но в основном я занималась спортом. И, ну, во-первых, наверное, все начинается с того момента, когда ребенок зарождается в чреве матери. И мама рассказывала, что, будучи еще беременной, она часто ходила на спектакли классические, опера, балет. Она очень много слушала красивую классическую музыку. То есть она очень ждала ребенка, меня, и старалась максимально окружить себя красотой. Я думаю, все оттуда началось как-то. А красота — это понятие такое обширное. Это может быть и музыка, это природа, это художественное искусство, это поэзия и так далее. В общем, я помню, я была совершенно маленьким ребенком, мне было 4 годика. 4,5 годика меня мама отдала на фигурное катание, потому что, ну, как-то, чтобы, как говорится, организм закрепляло, да, потому что там же лед всегда холодно, прохладно, чтобы иммунитет был сильный, и все-таки это красиво ведь. Помимо этого, я ходила на уроки классической хореографии, и вот эта вот классическая музыка, она тоже всегда была вокруг, всегда была рядом. Также, ну, конечно, кружки рисования, ну, как без этого. И вот в этом всем вот я росла, и в какой-то момент я прихожу домой, и на 8 марта я исполняю маме песенку про мамонтенка. По синему морю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. И я спела эту песню, мама расплакалась. С этого началось все. Начались концерты домашние. Приходили мамины подруги. К тому времени уже родилась моя сестренка младшая, Мадина. И вот мы вдвоем давали концерты. Потом эти концерты начали разрастаться, и мы уже выступали там во дворе. Собирали прям вот кварталы вот людей, приходили, и вот мы исполняли. Ну, мы, конечно, тогда не пели какие-то классические произведения, а ну такие вот эстрадные, что-то такое вот делали, и вот прям люди приходили, слушали, мы выступали как-то. Ну, это вот все было на таких началах. Именно серьезно классической музыкой я начала заниматься достаточно поздно. И случилось это так, что я захотела просто научиться играть на гитаре. Ну, кто меня научит? Надо идти в музыкальную школу. Мне купили гитару. Я была большая, и я есть большая поклонница группы «Кино». И вот, чтобы научиться играть на гитаре и петь их песни, я пошла в музыкальную школу. И там обратили внимание на то, что у меня есть голос, и вот там я уже серьезно начала заниматься, потом в дальнейшем, скажем так, переквалифицировалась. Вот. А как-то сказалось то, что ваша прабабушка тоже была? Конечно, ну и генетика, само собой. У меня прабабушка пела в оперном театре в Китае. Ну как-то вот голос, он, наверное, как-то всегда был во мне, но не полностью раскрывался. Нужно было найти вот правильного, хорошего педагога, который был, как говорится, ну вот говорят, вот алмазу нужна огранка. Также здесь с педагогом очень важно найти верного и вот правильного человека для голоса. Раз уж вы заговорили про педагога, и мы находимся как раз в таком знаковом месте, да. Как-то сказалось вот то, что дочь Бибигуль Тулигеновой являлась вашим педагогом, и как-то, может быть, это тоже повлияло на то, что вы перешли... Вы же в разных жанрах занимались. Да, получилось так, что я поступила в консерваторию. Помимо этого я пела в ресторанах, потому что нужно было зарабатывать деньги, и, то есть и там, и сям, и нужно было как-то выкручиваться. Ну, как еще Достоевский говорил, да, всем нам нужно кушать. Вот. И моим педагогом в консерватории была Мариамгуль Ахметовна Тулигенова, дочка Бибигуль Ахметовны. И она, конечно, как-то вот обратила на меня внимание с таким теплым, с таким отношением ко мне было, знаете, вот как мать к дочери.
сюда, в театр, приводила свою гримерку. И я вот наблюдала за тем, как она красится, как она готовится к спектаклю, как распевается. И для меня это было такое, вы знаете, такое таинство, какая-то сказка. И это казалось чем-то недосягаемым. Да, булбул. Булбул. Кстати, да, буль-буль говорится, но в нашем казахском языке, ну вот по законам сингармонизма, есть слова твердые, есть слова мягкие. Вот булбул – это твердое слово, что переводится соловей, да. Бибигуль Ахметовну соловей назвали из-за похожести или… Ну, у нее на самом деле то, как она поет, ее колоратуры, верхние ноты. Это вот и есть на самом деле соловей Казахстана. Вы вдохновлялись? Ой, конечно, Бибигуль Ахметовна для меня просто такая звезда путеводная. Конечно, говорят, есть такая фраза «не сотвори себе кумира». Я стараюсь учиться просто, учиться у всех. Если найду что-то хорошее, интересное, я стараюсь это перенять, освоить как-то и уже выдать как бы в своем амплуа, скажем так. Вот. Ну, такой образ собирательный, наверное. Сложно найти свое лицо, но одно из самых главных, мне кажется, одна из самых главных черт вокалиста – это тембр, наличие тембра, особенного, то, что ни с чем не перепутаешь. Своя краска, свой окрас голоса. Это очень важно. Вот всем известный факт, что моя вот прабабушка пела в оперном театре в Китае. Также дед был известным драматургом, писателем. Получилось так, что мама и отец как-то не были вот именно вот в этой творческой атмосфере. Они были, знаете, вот, ну, такими вот рабочими. Это был Советский Союз, потом распад, потом вот эти лихие 90-е. И ну, не до искусства было. Другие времена, тяжелые времена были. И работали они много. Мама, папа, потом мама с папой развелись. И вот мама нас двоих с сестренкой тянула. И мы вообще редко ее видели. Как-то сами, все сами. Ну, если, например, в неделю она уезжала, работала,
и мы ее в неделю видели, ну, может быть, там 1-2 раза. И, ну, не знаю, как-то, видно, она в нас уже все вот заложила, какие-то принципы, что ли, да, жизненные. Мы смотрели, как она живет и так далее. И я просто говорю к тому, что, ну, как-то мы не сломались, несмотря на то, что мамы не было рядом, отца тоже не было, получается. И вот мы с сестренкой вдвоем учились, ходили в школу. Там. Я помню, мне было 9 лет, родилась вот Мадина. И я как-то и в школе там училась, и ей там занималась, и все это было, ну, может быть, не просто, но когда ребенок как-то все воспринимаешь же так, что тебе дается, то и идешь, как говорится. С приходом в эту жизнь моей доченьки, я думаю много о ней, конечно. И, ну, как любая мама, ложишься спать, думаешь, так, это сделала, то сделала. То есть вот эти вот все мысли и быт какой-то, все равно это все присутствует. Но я не витаю в облаках. До поры до времени на самом деле было такое, что я летала в облаках, на мне были, как говорят, розовые очки. Это все было до того, как не стало моей мамы. 4 года назад она ушла в мир иной, неожиданно для нас всех, ей было всего 55 лет. И она, конечно, меня во всем поддерживала, вот она меня вот как-то вот поднимала и была опорой, защитой, и все было вот в одном ее лице. После этого ну, пришлось взрослеть как-то и находить опору в самой себе. Ну и, конечно, в музыке. Тут вы правы. Без музыки мне было бы очень сложно. Да, вот вы вчера рассказывали про вашу историю, про детство. То, что не так часто видели родителей, то, что даже приходилось вам за сестричкой. Ну, я с удовольствием за ней смотрела, я очень ее ждала, ее вообще родили, потому что я просила. Говорю, родите мне сестренку, я сама дала ей имя, Зарина Мадина, в рифму. Вот. Ничего Да, себе. да. И как-то вот так вот по жизни. Ну, кстати, год назад сестра вышла замуж и тоже уже так достаточно отделилась, у нее уже свой мир, своя семья, и вот как-то я вот еще больше становлюсь самостоятельной. Все постепенно, видите, происходит. Я помню первая песня, первая ария, которую мы записали. Это была «Ададжо», ария «Ададжо» Альбинони. Кстати, Димаш тоже ее пел, да? Ну, видно, тоже какая-то знаковая эта песня. Это была любимая песня мамы. И как-то вот Мария Гулия Ахметовна, она в один момент мне сказала: Зарина, ты должна для себя решить. Или ты поешь эстраду, или ты поешь классику. Ты должна сесть на вокальную диету. Вот. То есть поставили передо мной такой выбор. Я тогда была еще достаточно молодая, и вот не полностью я вот раскрылась именно вот в этом ключе. И вот в тот момент я как-то, знаете, я на самом деле немножко сошла с пути, как говорится, и ушла именно в эстраду. На тот момент, да, мы записали альбом с Ренатом Гайсиным «Умирангас. Жизнь легенда». В
В принципе, на тот момент я была счастлива и довольна тем, какой, как говорится, ауткам пошел. Вот. И как-то получилось так, что я уехала в Англию учиться дальше. И вот там я как-то начала задаваться вопросами, а зачем вообще, почему я это делаю, для чего. И вот этот процесс начался, и я поняла, что все-таки я возвращаюсь к классике. Начала обучаться снова вокалу. В Англии получила степень бакалавра, потом степень магистра музыки в академической музыке. И вернулась сюда. Вот я теперь буду думать, кто это, да. Ну да, вот так вот часто подходит молодежь и говорят мне: Зарина, спасибо вам, мы выросли на ваших песнях. Сейчас мне 36, когда мне было 18, тогда было как-то много клипов, выступлений, концертов и так далее. И тогда я пела эстраду. Параллельно училась в консерватории, а пела эстраду. И вот теперь подходит молодежь и говорит мне такие вещи. Хотя в оперном мире я еще считаюсь молодой. Сейчас самый раз, кстати, мой возраст — это вот самый такой вот расцвет, считается, расцвет меня как вокалистки оперной. Вот. Голоса, да? Да, голоса, и получается и внешности, и все вместе как бы вот оно вот сейчас. Хотя говорят, что в опере на сцене певец не имеет возраста, но все-таки, мне кажется, в наших реалиях хочется, чтобы Джульетта была Джульеттой, а не чтобы, например, не знаю, вот как мать Адель, мать Джульетта Адель звали, чтобы она пела роль Джульетты, да, как-то. В наше время очень все визуализировано. Я, кстати, знаете, очень с опаской отношусь, если вот мы говорим о мире оперы, когда звук идет именно через колонки, потому что все равно что-то теряется, вот эта вот живость теряется. Я помню, у нас в театре в один вечер мы давали «Любовный напиток» «L'Élysir d'Amore», опера Гаэтано Доницетти. И в один момент выключился свет. Просто во всем городе выключился свет, и в театре тоже. И вот вы представляете, нам же не нужны микрофоны, какие-то усилители. Что радует, что оркестр не перестал играть, он продолжал. Это уже была почти финальная сцена. Мы спели дуэт с Немарино, и осталась моя ария, и там финальные фанфары. И, в общем, просто вот наши инструменталисты, они включили свои телефоны, свет на них, чтобы, как-то они хоть ноты видели. И вот в этой полнейшей тишине я исполнила последнюю арию Адины, и это были совершенно другие ощущения. И вот после того выступления у меня, конечно, появилась мечта вот сделать такой концерт, где бы не было ни
одного вот какого-то электрического прибора. Потому что даже вот лампочки, они тоже, знаете, издают какой-то вот этот белый шум, что ли, что-то есть. А вот в полнейшей тишине при свечах сыграть музыку. Это совершенно другие ощущения. Или с завязанными глазами, да? Да, да, да. И, в общем, вот такой вот здесь у нас был опыт в театре. И потом очень многие, кстати, даже зрители писали об этом, как это было здорово, как было это интересно. И досидели до конца, и потом были такие овации. Мы не перестали играть. Теперь специально выключаете свет? Надо предложить. Но просто петь голые ноты – это неинтересно, и это не цепляет душу. Поэтому я подхожу к своим героиням серьезно, осознанно, пытаюсь каждую для себя оправдать. Потому что я не со всеми согласна. Ну а что делать? Так написано. И вот начинаешь думать, так, почему она поступила здесь вот так? А почему не по-другому? А где же ее совесть была? Интерпретация. Вот очень важно в оперном искусстве, в опере это интерпретация каждого артиста, она своя, обособленная. Несмотря на то, что ноты все написаны одни и те же, и текст один и тот же. Но почему это идет из года в год, из века в век? Дело в исполнителе, дело в дирижере, дело в постановке. Поэтому люди не перестают ходить, да? Поэтому не перестают ходить, и людям интересно. Те, кто уже, знаете, такие вот заядлые театралы, они уже ходят на состав. Они смотрят так, вот Жермон будет вот это, Травиата, а Виолетта будет вот та. Это будет интересно, я пойду. И можно пойти потом еще раз, потому что сегодня у меня такое настроение, завтра другое, завтра я спою по-другому. И это будет совершенно новый спектакль. Невероятно. Интересно? Кстати, очень мало информации достоверной про ваше семейное положение, про такое вот. Ну, я не замужем, я никогда не была. Так сложилось. Ребенка родила, ну не знаю, мы, конечно, о творчестве больше говорим, но ребенка родила для себя. Вот. А это как-то связано с творчеством, с работой или просто… Нет. Мама. Мама вела по жизни, и многие решения она принимала. Да. Не знаю, правильно это было или нет. Сильно она любила.
меня, сестренку мою. Может быть, вот так вот прям до такой степени. Все-таки, потому что она жила нашей жизнью. И я ни в коем случае не сейчас как-то не виню, но я понимаю, что я только сейчас раскрываюсь как женщина, как мать, как творческая личность. Все-таки нужно вовремя детей уметь отпускать. У меня это произошло 4 года назад. И вот я люблю эту жизнь. И мне нравится учиться, мне нравится развиваться. Я рада, что к моим 36 годам у меня есть дочь. У меня есть работа, творчество. Я думаю, что все впереди. Я в это верю и надеюсь. Очень красивая звезда международная. У вас, наверное, целая очередь из всевозможных принцев, всевозможных джентльменов, которые хотят завоевать ваше сердце. Как вы с ними поступаете сейчас? Ну, понимаете, у меня тоже как-то уже, наверное, свой характер, и я не знаю. Недавно перечитала роман «Консуэло». Жорж Санд написала, жена Шопена. И интересно, там у героини жизнь сложилась. Она любила, но так и не смогла выйти замуж. И она посвятила себя творчеству. Я не знаю, как сложится моя судьба. И в какой-то момент я думала, что мне хочется, конечно, я бы хотела еще детей родить. Всего бы хотелось, но я не знаю. Но не все так просто в жизни. И дело не только в моих капризах, а дело в звездах. Не всегда все складывается так, как ты хочешь. Есть такое. Хотя говорят, есть, конечно, определенная карма. Нужно, как говорится, ее отработать, и, может быть, придешь к тому, чего желаешь. Вот столько плыла, пока мама была рядом. Вот куда направят, туда я плыла. А все-таки нужно ставить какие-то цели. Иначе куда придешь, так и будешь плыть. Не знаю, тут такой вопрос. У вас же есть цели какие-то в жизни, правильно, задачи? Есть мечты. Есть мечты. Я не знаю, в последнее время я даже уже, кажется, мечтать разучилась. Что-то сильно прибивает к земле. В общем, надо почаще выходить в горы, наверное, смотреть на звезды, да? Там искать ответы. Что ты для меня уготовила? Сквозь все преграды и напасти любовь весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье. В этом году уже 88-й сезон театральный у нас. Представляете, 88 лет. Мы были, кстати, на премьере, на открытии да. Опера Б. Да. Классно, даже за кулисы зашли. Я знаю. Айгуль мне писала. Я говорю, вы приходите на Дом Паскаль. Почему не пришли на Дом Паскаль? Я не знаю. Как-то
Мы, конечно, стали здесь заядлыми театралами. Посетили еще, кстати, театр Натальи Сац посетили, Бункер посетили. Ну, кстати, Наталья Сац, она, да, такой тоже значимый вклад внесла в культуру. Она же как раз здесь во время оккупации многие талантливые такие личности здесь проводили время свое. И фильмов сколько здесь было снято, сколько поставлено спектаклей. Там у них есть актер, которому 98 лет. Померанцев, который, да? Он, кстати, снимался в фильме «Мой любимый, мой дорогой любимый доктор». Помните? Нет. Ну как? Как вы можете из этого фильма? Неужели это возможно? Там поет Бибигуль Ахметовна Тулигенова. Да? Да, известнейшую песню про весну. Когда в твои окна весна постучится, окно открой. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни на юг, на наши просторы, зимние горы, степь золотую вокруг. В кино говорят все по-другому. Достаточно какой-то дать маленькую эмоцию, этого будет, ну, достаточно, чтобы вот показать. Не знаю, наверное, нужно как-то... Мы, конечно, учились там, в каких-то учебных заведениях и осваивали, скажем так, азы актерского мастерства. Вот. Но в театре это что-то, именно в оперном театре, это что-то такое свое особенное. Хотя есть в том же оперном театре разделение на эпохи разные. Например, эпоха, скажем, бельканто или эпоха веризмо. И вот именно, например, в эпоху веризмо, это вот уже ближе, получается, к нашему времени, тогда уже ни композиторы, ни публика, ни сами артисты уже не хотели, знаете, вот эти уже вот парики такие вот напудренные, вот эти вот, не знаю, там лица перебеленные, там глаза там очень сильно накрашенные, все такое. А вот, например, в эпоху веризма хотели именно вот этой натуральности, естественности, это вот во всем проявлялось. Но при этом все равно, когда ты на большой сцене находишься, недостаточно просто опустить там глазки, нужно как-то вот что-то сделать широко и много. Иначе не прочитается. А вы хотели бы в кино? В кино сняться? Не знаю. Если это кино, то пусть это будет какое-то музыкальное кино. Держать, да, тогда ее? Все надо вдыхать. Тарарара, тарарам, тарам. Меньше вибрато, да, наверное, как-то надо? Более ровно было, более да? ровным и плоским таким. Более плоским, белесым, да, таким? Да? Да.
Вот мне больше сложнее всего вот это, конечно. Она же еще на серединке получается. Зачем? Все нормально по объему? На медиум. Так я думала, раздуйте ее! Нет? Раздувай, но как это связано с тем, что надо выпускать? Ты много воздуха выпускаешь. Ага, вот сейчас я разогреюсь, чувствую только. Ага. Изначально, оказывается, много открывала. Не могла отоварить. Лучше поменьше, тогда лучше можно... меньше, и все равно фраза, это же... Да. Надо пересмотреть мне отношения. То есть это... Вот видишь, я боюсь, получается, ну как бы оставаться на дыхании, но при этом эмоционально не Эмоционально тебе просто надо отключиться. Знаешь, когда в глазах вообще ноль, когда в глазах ничего нет. Это не плач Камки, когда там, или плач в Баржан-Саре, когда мать по этому плачет, да, по Баржану. А у тебя вообще здесь не должно быть эмоций. Почему у тебя на свадьбе его отравили? У тебя вообще должен быть вообще какой-то ступор. Может быть, может быть. Взгляд, она уже между мирами. Спасибо, наверное. У тебя должно быть здесь состояние немного другой погруженности. Вот это вот разница, плач матери, плач возлюбленной. У тебя вообще шоковое состояние, его травили на свадьбе. Тебя и так уже, ты первый раз мужа здесь потеряла, за Нарумбета тебя хотели отдать, да? И тут второй раз ты не успела разогреться, тебя второй раз. То есть два раза ты платок, два раза платок вдовы, да, надевать. Это же большой шок, это большое потрясение. Она девушка молодая. Это не страсть Онегина Татьяны, счастье было так возможно, это вообще не совсем другое. Вообще не страсть. Причем интересно и при этом мольта эспрессиво, да? Но видно, наверное, да, наверное, вот эта экспрессия, но она такая какая-то сдержанная внутри, Жар, она сама по себе очень мольтоэспрессива на протяжении всей оперы. С самого начала. Да, убежать с самого начала. Это девушка с большим стержнем. Это однозначно, да. Но здесь она получается... у нее какое-то разочарование получается, что ли, что ли. Может быть, вот ты вот сейчас она просто найди краски разочарования, потому что смотри, даже во второе, вот она убежала, первый такой у нее дерзкий мука, это вся уже, жизнь, да. Вся жизнь моя, это тягостная мука, вот, все вот уже. оно у тебя, вот трагедия. Вот здесь в тебе, вот. Я не знаю, каким образом у меня сейчас дыхание хватило. Вот что ты просто себя контролируешь. Потому вот что ты поставила... Я сейчас эмоцию какую-то вот поставила себе задачу. Вообще мне не было сложно. Я не думала о технике. Вела мелодия. Интересно. Да. Чтобы видеть, да? Вот посмотри, и ты должна почувствовать эту границу, эту разницу. А с тем опытом хоронить мужей, который у тебя уже есть, да, здесь, то есть это,
Ой. Тут самое главное подумайте. Здесь даже не больше в вокале, а вот именно потому что о духовном вот да, наполняемости. Вот здесь вот эта сцена, она может перекрыть вообще все, что у тебя было с самого начала. Насколько вот исполнен «Плач и жар», настолько как бы, можно сказать, что справилась со своей задачей. Хотя, казалось бы, Господи, ни одной высокой же ноты нет. Но здесь другое. Каждый раз так интересно. Вот, казалось бы, ну сколько раз я уже пела, и каждый раз новые краски. И ну это хорошо. Открывается как-то по-новому эта музыка. Да ты успокойся! Прицельно. Мы вас как раз и ждали. Ага. Здравствуйте. Дамир. Иван. Мы вас видели. Да? Там Да. студио. А где? Там где студия, вы перед нами прям сидели. А потом нас забери. Смотри, Там какой звездный, сидели. все забыл. Нет, там мы. А нет, вас там. Мы там в состоянии аффекта. Что, перестроилась? На жар? Угу. Вот мы сейчас входим в состояние, я немножко не там была. Глубины разные, вообще эпохи разные. Эпохи разные. Культуры да? разные. Абсолютно. Языки, нравы. В первую очередь, кстати, это просто. Ну, я думаю, нормально все будет. Да, Нет, все будет просто отлично. Все это пето. Угу. Перед спектаклем еще 5 минут помолчишь, соберешься. Угу. И той. Спасибо тебе. Бишкекской публике привет. Передам. Все никак. Хочется, блин, туда Когда ты туда уже доберешься, Вообще... Дамир? Пора бы уже. Нет, пора бы в другую сторону. Нет, просто тоже интересно. Там партнеры добавятся, все это. Плюс партнеры, включится плюс как бы давно вот этого не было анализа, кто, откуда, почему это произошло, да, то есть, Так что, долго ехать до Бишкека? 50 минут, Дамир. 50 минут? Лететь. Если даже не меньше. Летишь, в смысле? Кстати, вот на тему того, что вот мы с вами говорили много, да, о том, что нужно работать, и есть там 1% таланта, но при всем при этом есть какие-то люди, знаете, вот гениальные, вот у которых вот, ну сразу вот, они как-то живут, не знаю, другими ценностями, что ли. Я, конечно, сама тоже стараюсь, не знаю, я себя не отношу к этому типу людей однозначно, вот. Димашу говорю, чтобы он берег себя, потому что он так много дает, и он так вот этим всем живет, мне кажется, вот этой музыкой и всем. Я помню в первый раз, когда мы с ним встретились на одной площадке, выступали вместе в одном концерте. Он тогда еще не был популярным. Это было в Астане, в Казах-концерте. И я услышала его на репетиции. И я просто, знаете, я поразилась тому, насколько он максимально себя отдает, вот на все, я не знаю, 1000%. Меня это тогда поразило. И я вот потом дальше наблюдаю за ним, и он это делает каждый раз. Вот. Я, конечно, понимаю, ему это все возвращается, вот эта вся энергия от зрителей, и это здорово. Но я все-таки ему говорю, береги себя. Как-то, не знаю, хочется, чтобы звезда вот долго горела, светилась. Есть какой-то, понимаете, какой-то гений, и вот он необъясним.
Вот просто человек приходит в этот мир, и это все случается. Вот мне кажется, Димаш это именно тот человек. Не хочется никакой миссии возлагать на него. Вот хочется, чтобы он просто был. Этого достаточно. Чтобы просто творил, да? Что просто был, что просто творил, конечно, да. А судьба все сделает, да? Вот нашу судьбу он изменил. Мы уже все, понимаете, да, мы все связаны тонкими нитями, как говорится. И точка здесь, она дальше может уйти. То есть, ну, это законы физики, да? То есть где ты сейчас находишься, здесь, может быть, ты в какой-то степени формируешь свое будущее. Несмотря на то, что есть какие-то определенные, да, там у нас положение звезд и так далее, но все равно, мне кажется, вот я верю в то, что вот происходит сейчас, но, во всяком случае, так проще, так легче. Иначе зачем мы все это делаем, когда уже все написано сверху и книга уже вся написана? Нет, я все-таки за то, чтобы действовать. И чтобы не просто приходить в этот мир, а чтобы создавать что-то. Чтобы самой становиться как человек лучше. Ну, в этом, мне кажется, самое главное. Ой, кстати, это было интересно. В тот период времени, когда мы репетировали наш номер на Азиаду, он выступал в проекте «Singer». И он постоянно туда-сюда летал, чтобы успеть на репетицию сюда, потом вернуться назад. То есть это вообще было, я не знаю, какое-то сумасшествие. Но вот в итоге такая вот работа получилась. А был момент, когда он улетел Димашем, а вернулся Димашем? Там же был момент, когда он ночью уснул, проснулся, у него 600 миллионов просмотров. Ну вот, кажется, как раз таки, я не знаю, вот мне кажется, вот не знаю, но в Казахстане его всегда любили. Вот просто выходишь на сцену, и ты вот это чувствуешь. Не изменился совсем? Нет, не изменился. Хотя, Димаш, я тебя давно не видела. Мы-то так на связи с ним, конечно. Он говорит, давайте там встретимся, то все. Но я понимаю, что он сейчас вообще, кстати, в Китае вроде, да? Да. Но все-таки, может быть, когда-нибудь, если он все-таки решит пойти в оперу, вот прямо в оперный театр, и подготовить партию, ну, было бы здорово. Я вчера говорила, что я вижу его в роли Ромео, конечно, в красивейшей опере Беллини «Монтеки и Капулетти». Ах, какая-то музыка. Он бы справился. Одна из самых сложнейших считается партий вокальных. Было бы очень красиво. Ему вообще подходит музыка барокко. Гендель, Персел, Вивальди. Ему бы очень подошло. Я думаю, он придет к этому, к такой музыке. Переход, он же не может быть, вот как вы говорите, да, таким вот резким, он достаточно такой пластичный. Но даже в этом альбоме с Гайсиным очень много лирики.
несмотря на то, что это все-таки такой жанр более эстрадный, там присутствует много лирики, и все равно какие-то вот вокальные, вот эти вот, скажем так, вот эти вот моменты уже есть, то, что в дальнейшем может развиться. Я имею в виду, у вас не было желания обратно вернуться, потому что там было тяжело, понимаете? Не было такого желания? А я не скажу, что тяжело. Да? Мне кажется, нет, все думают, что опера тяжело, там, все думают, опера тяжело, кто-то думает. На самом деле любой вид деятельности, он, если ты делаешь, если ты стараешься, если ты делаешь это хорошо, то это занимает время, это постоянная работа над собой. Мне кажется, в любой сфере так. Сейчас я могу себе позволить, в принципе, петь все, что угодно. Но мне просто не хочется, когда соприкасаешься с музыкой Рахманинова, Моцарта, Жубанова, потом невозможно как-то взять и знаете, начать мяукать, скажем. Хочется петь. 3 ноты просто петь. Как это бывает же такие, 2 прихлопа, 3 притопа бывают, такие песни. Всего есть, наверное, свой слушатель, я никак не... То есть, мы тоже с дочкой едем в машине, она у меня, девчонка современная, 10 лет, и мы едем, мы там ставим всякое разное, слушаем. Иманбека, да? Кстати, Иманбека мы не ставили. Как так получилось? Наверняка вы знаете, да, есть исследование японского ученого, он исследовал то, как звук влияет на всякие структуры наши физические. Например, он делал эксперимент на воде. То есть он брал воду, какой-то сосуд помещал, и они воспроизводили разную музыку, разных жанров. И от этого музыка структурировалась по-разному абсолютно. Можно потом почитать, если захотите, это очень интересная тема. И классическая музыка, она очень органична с природой, с миром в целом. И она на самом деле, она лечит, она успокаивает, она стабилизирует. Я почему, например, очень люблю музыку барокко, и я очень рада, что японский лейбл, мы заключили с ними контракт, и я сделала альбом, выпустила с Bliss International. Мы делали барочную музыку. Я не знаю, как-то это очень близко моему нутру. И сегодня мы, кстати, пели Баха, первое произведение, которое было. Но я не знаю, может быть, вы тоже что-то ощутили, что она благотворно влияет. И вообще считается среди вокалистов, если начинаются какие-то проблемы в вокале и еще что-то, всегда возвращайся к старикам. То есть возвращайся к музыке барокко. Она излечивает от всего. Соответственно, завтра мы можем принести на ваше выступление несколько бутылочек воды. Я буду заряжать. Какие-то планы на творчество? Что-то хотите еще сделать? Да, есть планы. Подходишь к этому немножечко, знаете, с такой хочется сейчас именно какие-то, я начала изучать научные труды. Сейчас такая, скажем, завсегдатай библиотеки в консерватории. То есть ты приходишь, открываешь там книги о биографии композиторов, о народном творчестве Казахстана, о фольклоре. Там столько всего интересного. Но я стараюсь как-то, знаете, балансировать, чтобы не просто как-то туда тоже закопаться и все. У меня есть такое, что я могу, знаете, с головой прям уйти. Нет. Нужно помимо того, что ты это изучаешь, потом нужно это показывать зрителю. И кстати, совершенно недавно мы записали
цикл вокальный Газизы Жубановой на слова Ужаса Сулейменова. Интересная история. И знаете, такая цикл, получается, состоит из 3 композиций. Это «Черный беркут», «Черный жаворонок» и «Из травы я взлетела». То есть, получается, параллель между женщиной, девушкой и птицей. Ну, это очень красиво. Слышит только ястреб песенку. Да, великого поэта нашего Ужаса Умаровича. Я очень надеюсь, конечно, что вот мы с ним вот встретимся, дай Бог, и он расскажет поподробнее, как создавалась эта музыка и как создавались эти стихи. Они как-то в тандеме были с Газизой Жубановой, или она, может быть, то есть, может быть, она вначале написала, он потом стихи написал, может быть, это было наоборот. То есть вот хочется, слава Богу, что есть такая возможность непосредственно пообщаться с таким человеком и вот узнать, как это зарождалось. И я надеюсь, что мы достойно исполнили это в театре. Но насколько я могла это прочувствовать, я постаралась это передать. Благодарю. Вот так. Ой, какое счастье! Да, я согласна, душа не имеет возраста. Но она, мне кажется, она мудреет, она становится как-то вот мудрее, да, с каждым приходом в этот мир. А кем вы были в прошлой жизни? Вот мне тоже очень интересно. Вообще меня мама назвала Зарина. Она мне рассказала историю. Ей приснился сон. И в этом сне была такая принцесса индийская, Зарина. И вот так пришло это имя к ней, и она так меня назвала. А все-таки сон — это, знаете, тоже какая-то такая реальность параллельная. Но мне кажется, все не зря. Вот. Ну, не знаю, вот как-то вот мама ушла, и до последнего она, ей чего-то не хватало. Она вот говорила, что вот она хотела большего, чтобы я достигла большего, больше популярности и так далее. Не знаю. Остались какие-то вопросы, конечно. Но я себя чувствую, вот сейчас я себя чувствую самодостаточной, чувствую себя личностью, которая чего-то стоит. И знаю, что я занимаюсь своим делом, выступаю в театре. Я очень люблю это. И мне не нужны какие-то горы алмазов и бриллиантов, какие-то, я не знаю, там, дорогущие лимузины и все такое. Просто хочется обычной жизни, хочется развиваться в творчестве. Не просто, например, исполнять, да, музыку, а понимать, почему она была создана, зачем, для чего, что-то, какое-то зерно во всем этом. Не просто какие-то вот поверхностные фантики. Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья, прекрасная страна любовь, страна любовь, ведь только в ней